А сегодня мы в Ченстахова. Здесь такой красивый мурал прямо при вокзале. Красиво, в стиле стимпанк, ящерица. Идем на барахолочку. Красивый мука-сервиз. Фрауроид. Рисунок с одной стороны и рисунок с другой стороны. Там поскромнее. Очень-очень красивый сервиз. Очаровательный молочник. Сахарница открытая. Здесь крышки не должно быть. И есть вот запасное блюдце. Очень-очень красиво. Такие красивые алечки. Бирюза. Ярко-зеленый. Вот там вот. Английский. Споде концерн. Конечно, Розенталь. Вот там алечку снова. Своя красота. Это Титау. Вездесущий Вавель. Золотой лист. Декор, а форма Фредерика. И вот красивый Миттертайх Мока с эмалью. Вот здесь давайте полюбуемся. Просто роскошные моки. Вот такой. Золотое нутро. Кученройтер. Розенталь. Это, наверное, тоже Кученройтер. Это Фюрстенберг. Фюрстенберг. Да, точно. Вот это. Но это уже такое красивое золотое нутро. Посмотрите, ромашки какие. И чудесный такой стиль. В стиле Ар-Нуво. Но это, конечно, уже не период Ар-Нуво, а позже. Просто инспирация, вдохновение Ар-Нуво. Видно ли? Видно. Вот такой роскошная мока от Фюрстенберг. Вот посмотрите, как блестит, сверкает на солнце. И такая очаровательная ручка. Да, Фюрстенберг. Ромашечки. А вот сколько золота. Золотое нутро. Это, конечно, деколь. Это Кученройтер. А вот такая мока. Это уже... О, какие драконы! О, какая прелесть! И что это у нас? Очень не хочет фокусироваться. И еще, безусловно, тоже Фюрстенберг.
Вот птица, фазан. Вот такие роскошные моки. Продолжение этого роскошного стола. Вот затесалась одна маленькая красотка от явно РС Пруссия, Тиловец. Вот это роскошная. Это, наверное, старая Франция. Посмотрим. Да, без клейма. Может быть, что-то есть в тесте. Надо смотреть. Конец 19-го, начало 20 века. Ну и, конечно, роскошный Майсон. Куда же без Майсона? Такие тарелки все в золоте. Кобальте. Снова в золоте. Какая прелесть. Это сантиметров 30. Сантиметров 30. А вот и любимый всеми ЛФЗ, Ломоносов, как его любя здесь называют. Кобальтовая сетка. Просто роскошь. Все стремятся его иметь дома. С удовольствием пользуются. И вот здесь фигурки. Фигурки и большие, и поменьше. И люди, и животные. И вот такой просто очаровательный лось с гепардом перемигиваются. Как вам, уютно вместе? Видимо, уютно. Хотя гепард что-то там огрызается. Ну, лось спокоен, совершенно спокоен. Конечно, такие рога, в случае чего он сможет себя защитить. Вот такие фужеры-креманочки можно для мороженого, можно, может быть, для мартини. Вот этот кобальт, но это, конечно, сразу узнаваемо. Вы догадались? Конечно, это Ломоносов. ЛФЗ вне группы сложности. Вне группы сложности, значит, очень сложный. Как там выглядит тарелочка? О, роскошная такая роза. Огромное блюдо. Это Хученройтер. Ручная работа. Видите, вот там этикеточка Handgemalt. Роскошный сервиз в азиатском стиле. Вот такая просто прелесть. Бонбоньерка. Пес несет утка в зубах. А вот роскошное блюдо. Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Какая птица. Это роскошная бонбоньерка от Эдельштайн. Эта интересная мануфактура производила очень много красивого фарфора. И у нас есть чудесные предметы вот этой мануфактуры. Посмотрите наши другие видео, чтобы не пропустить. А вот такой чудесный соусник. Что это? Это, видимо, розенталь, и золото, и кобальт. Ну, конечно, это розенталь.
Еще раз, это чудесная птица. Позвонiliśmy. Ну просто прелесть, просто прелесть. И там и стрекозы. Птица, птица, наверное, это голубь мира. Вот так будет получше видно. Да, наверное, это голубь. Nieodpowiedzialny. Просто чудесно. Nieodpowiedzialny. Весь стол это чудо. Это галерея, антикварная галерея из Вроцлава. Они сказали, что в Ченстахове впервые, но будут приезжать. Вот здесь в витрине, вот это красивое трио. Нам любезно его достали и показали поближе. Это Хайда, это Богемия, это Австро-Венгрия. А вот это Розенталь. Ну и просто не можем оторваться от этих мок. Хученройтеры. Очень рекомендуем. Как и Фюрстенберг и Розенталь. И еще один Хученройтер. Просто чудо. Так, и пойдем дальше. Здесь уже все начинают потихонечку складываться. Вот так выглядит барахолочка. Да, конечно, Розенталь Помпадур. Очень узнаваемая форма. И вот это крайне редкая вещь. РС Пруссия. На ножках. To z tym jest, z łyżeczką taką. Tak, z łyżeczką może do sosu albo do deseru. Tułowice To jest są, chyba nie? sos sierka, nie? Jak? Tułowice to są. Tułowice. Aha, nie, ja tylko do czego to jest? Красивая и редкая вещь. Это комплект. Такой соусник на ножках. Соусник, к нему тарелочка. И вот такой вот черпачок. Сейчас мы осторожно посмотрим клеймо. Здесь, кстати, подпись художника. Вот это РС Пруссия. Надеюсь, хорошо видно. Здесь солнце и очень трудно снимать. Красивый поднос. И это тоже РС Пруссия. Co tam zaprawiasz jeszcze do tego? Złoty tam do szamania? Розенталь достаточно современный. Сказки Аладдина. Золоченая титановка. Это? Что это? Такая красивая форма. Мокка. Мокка. Тиловец. Это тиловец. Конечно, очень много мок. Вот, наконец-то стало резко. Вы уж простите яркое солнце. И камера теряет резкость. Тем более от такой красоты. Fajny komplet, znaczy trochę wyświetlone. А вот это W te karty, nie? Порт Куто. Przepraszam, ta Порт kartka Куто. należy w jakiej scenie? 130 zł. Очень красивая. Это Tego латунь. Акапулко jeszcze tam mam bulionówki И i это, zestaw по śniadaniowy. словам продавца, Ja bym sobie to это wzięła. Майсон. Вот их только две. Очень красиво. Снова белый Розенталь. А вот здесь давайте посмотрим.
Такое царство красивого фарфора. Вот. Кто помнит это клеймо? Такие огромные для такое царство фарфора. Это стол польских блогеров, наших коллег. Канал называется Гулдики. Подписывайтесь. Очень интересные локации, очень много фарфора показывают коллеги, очень много интересного стекла. И вот посмотрим, давайте, чудесные фигурки, какие у них здесь есть. Барышни, ангелочки. И вот это чудо кобальт. Кобальтовая бонбоньерка. Еще одна. Кобальтовое стекло. Фужеры. Очень-очень красивые. С виноградом. А вот для любителей красного стекла. Сразу бросается в глаза, красиво. И, конечно, очень хорошо сочетается с синим. Просто чудесно выглядит. Птичка, фигурка. Вот такие интересные. А вот это, посмотрите, очень красивая такая бонбоньерка. Может быть, сахарница. Вот, она имитирует Херент. Очень красиво, очень здорово оформлено. Такая же техника. Еще раз, канал польских блогеров называется Галдики. И наши коллеги показывают очень-очень много интересного. Подписывайтесь. Спасибо большое каналу Галдики, нашим польским коллегам. И пойдем дальше. А вот здесь очень много фарфора Винтерлинг. Трио. Изящные. А вот это, конечно же, Валендорф. И вот такая вот курица, курка. О, да она не одна. Там еще и петух. Хозяин. Так себе хохолочек. И третий. О, сколько их, целое царство. И вот красивый вазоник. Это Болеславец. Вот красивый такой стол. Есть и кобальт, карминовые большие. И вот интересное трио. Сейчас посмотрим, что это. Это похоже Дания. Кто понял? Или Швеция? Вот активно здесь уже собираются и покупают. И декоративные тарелки. Посмотрите, какие красивые. Что тут? Невесту украли? Не украли? Нет, везут. Какой интересный сюжет. О, так это русский фарфор. Естественно. Вот как интересно. Вот чуть отсвечивает, но так хорошо видно. Серия «Русская деревня», «Коробейник».
To prawda przychodzą, Z no jednak pakosa. tam 50 z tego co tam chodzi, bo na rynku są, tu mam tam przy kościółku stoi. Ale mówią, że Посиделки. tam nic nie ma. No bo tam bardziej ludowe. Ludowa albo na przykład jakieś takie Это как называется? pierdółki mówią, że nic ciekawego. Żar-ptica. Albo rękodzieło, to nie, albo ziółka czy jakieś te. A na przykład byłam, raz pojechałam, bo tak to w grudniu, И że bo- деревенская a raz свадьба. z ciekawości pojechałam na świąteczny. Вот как интересно. I poszłam sobie na ten świąteczny rynek tam. No, powiem pani, ładnie to wygląda, ale na przykład ja wybieram takie Молочник или сливочник? Молочник, Лёц. Сецессия, модерн. Очень глубоко коллекционерская вещь. Красота. Будет ли видно эти бокалы роскошные? Вот, наверное, так видно. Богемия или Силезия. Очень красиво. Это, наверное, для пунша. Мокко Миттертайх, эмали. Это 70-е годы, повторение 30-х. Вот такая. Это Франция. Фото-крем. Это для десерта. Очень красивый стол, но все дороговато. Барахолочка в Ченстахово нам очень понравилась. Все торговцы очень милые, все показывают, рассказывают и с удовольствием позволяют снимать видео. Они знают, что тогда клиенты посмотрят и вернутся. Ну и подписывайтесь, чтобы не пропустить дальше следующие барахолочки.